Привет, друзья! Наше видео, где я рассказывала про опару Бигу, собрало очень много лайков. За это я вам очень-очень благодарна. Лайк. Если вы его пропустили, вот вам ссылочку, обязательно посмотрите. И как обещала, если мы соберем много лайков, то я вам покажу рецепт, как сделать домашний хлеб на Биге. Вот, собственно, и сегодня его и сделаем. Обязательно ставьте лайки, а мы поехали готовить. Вот, собственно, и наш сегодняшний герой – опара Бига. Так она выглядит спустя 24 часа ферментации. Она увеличилась примерно в 2,5 раза. Вот ее стартовая точка роста. Структура плотная, очень много пузырьков разного размера. Теперь отправляем Бигу в миску, в которой будем замешивать тесто на хлеб. А рвем ее на небольшие кусочки, так с ней будет проще работать. Теперь нам нужно добавить воду к Биге. Но прежде это сделать, поговорим про соотношение воды и муки для нашего рецепта. Наш хлеб будет с гидратацией 70%. Общее количество муки, которое я возьму для нашего хлеба, будет 250 граммов муки. Потому что у меня достаточно маленькая форма для расстойки и просто не поместится наш хлеб. Чтобы понять, сколько воды нам нужно умножить количество муки на процент гидратации. То есть 250 граммов умножаем на 70% и получаем, что нам нужно 175 мл воды. Но важно учесть того, что для приготовления биги я использовала вода уже. И я брала для нее 50 мл. Поэтому нам нужно от 175 мл вычесть 50 мл, и нам получится, что к этой готовой биге нам нужно добавить 125 мл воды. Заливаем бигу водой и оставляем ее замачиваться где-то на 10 минут, чтобы потом было легче ее размешать. Бига очень плотная, она не растворяется, как опара пулиш. У нее остаются кусочки, и даже если вы будете мешать ее 20-30 минут, они все равно полностью не исчезнут, и это нормально. Теперь пора добавлять муку. Сколько ее нам нужно взять? Я уже говорила, что общее количество муки для нашего хлеба 250 граммов, но для биги я уже взяла 100 граммов, поэтому сейчас нам нужно 250 минус 100 и получить 150 граммов муки, которые мы будем использовать для нашей будущей хлеб. Муку я просеиваю всегда. У меня мука с силой 350 и с протеином 14%. Также добавляем соль. Соль берем из расчета 2% от общего количества муки. В моем случае это 5 граммов. Добавили все ингредиенты в миску, поэтому начинаем аккуратно все перемешивать. Дальше с помощью растирания доводим тесто до однородной консистенции. Тесто на этом этапе очень липкое и довольно приставучее. Когда мы все объединили, возвращаем тесто в миску, накрываем и оставляем на аутолиз на 2 часа. Что такое аутолиз? Это период отдыха теста, когда мука полностью впитывает воду, а клейковина начинает развиваться сама по себе, без активного замеса. Благодаря этому тесто становится более эластичным, лучше одерживает форму и с ним намного легче работать в дальнейшем. После аутолиза делаем растягивание 2-3 раза с интервалом каждые 30-40 минут. Растягивание помогает укрепить клейковину, насыщать наше тесто с воздухом и делать его более упругим и структурным. За счет этого тесто становится сильнее и лучше удерживает газоброжение, и в итоге хлеб получается более воздушным, с более красивой мякиш и хорошего объема. Итак, мы почти на финише. Тесто уже практически готово. Теперь нам нужно сделать предформовку. Зачем она нужна? Предформовка помогает собрать тесто в аккуратную заготовку, потянуть поверхность, выровнять структуру и окончательно его сформировать к дальнейшему формовку. Слегка смазываем поверхность стола маслом.
Выкладываем тесто на стол и немного расправляем. Берем один край теста и собираем его к середине, затем следующий край, тоже к середине, и так по кругу, подтягивая каждый край. Приворачиваем тесто швом вниз. Посмотрите, какой классный шарик у нас получился. Сейчас тесто может быть не очень податливым и плохо тянуться, поэтому оставляем его на 15-20 минут под нашей мисочкой, чтобы оно расслабилось. После отдыха делаем окончательную формовку. Растягиваем тесто в прямоугольник. Край, который ближе ко мне, подтягиваю и накладываю сверху на основное тесто. Левый и правый угол слегка подворачиваю внутрь. Теперь тяну правый край и кладу сверху примерно до середины. То же самое делаем и со левым краем. Он должен лечь сверху первого края. Когда мы сделали уже формовку, мы перемешаем тесто в нашу форму, там, где оно будет растаиваться. Когда мы переместили, сверху закрываем шов очень внимательно и делаем вид пеленания. То есть один край накладываем на другой край, накрываем его и оставляем его в холодильнике. Обязательно нужно накрыть, чтобы тесто не получила такая грубая засохшая корка сверху. Теперь отправляем наш будущий хлеб в холодильнике на 8-12 часов. Это время достаточно, чтобы оно поднялось в объеме и получил наш хлеб идеальной текстуры. Увидимся с вами через 12 или чуть меньше часов. Ребята, наш хлеб уже готов. Я его только что вытащила из холодильника, поэтому нужно очень быстро теперь работать с ним. Ему не нужно нагреваться в никаком случае. Заранее подготовила пергаментную бумагу. Очень осторожно перекладываю нашу заготовку на пергамент. Дальше делаем надрез. Я использую специальный ножик для хлеба, но если его нет, можете взять обычное лезвие для бритья. Делаем один очень аккуратный надрез по длине нашей заготовки. Важно, надрез должен быть неглубоким. Теперь очень быстро переносим заготовку вместе с пергаментом в чугунную кастрюлю, которую я заранее хорошо разогрела до 250 градусов. Добавляем буквально чуть-чуть воды. Это даст пар, и хлеб лучше раскроется при запекании. Закрываем крышку и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Первые 20 минут выпекаем при 200 градусов с крышкой, а затем 15 минут при 180 градусов, но без крышки. Ребята, если вам понравился сегодняшний результат нашего хлебушка, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!